Добрый вечер, мои дорогие, с вами ваша Асия. Сегодня у нас предсказание на 4 вариантах. Выбирайте, это первый, второй, третий, четвертый вариант. Тема расклада: враг, недомаг, ты как? О чем это речь? Ну, бывают такие маги начинающие, которые не могут сделать нормальную диагностику и обвиняют кого-то в том, что у них что-то там не ладится, или, может быть, вы стали врагом с кем-то, этот человек стал, так как денег нет, самостоятельно на вас магичить. Но это не практикующий маг, да, не домаг, самоучка, человек, у которого нет способностей. Если вы подозреваете такого человека, да, соседку там, допустим, вот, давайте посмотрим, как этот человек живет, да, продолжает ли он на вас магичить. Добавлю света немножко. Для себя. А мы начнем с первого варианта. Первый вариант у нас горный хрусталь. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайки, писать комментарии, нажимать на колокольчик, делиться видео. Давайте посмотрим, кто же здесь недомаг. Что это за человек, да, такой? Что за порода этот человек? Что ему вообще от вас нужно, этому человеку? Что делает в тайне? Какую магию против вас использует? Когда вообще этот человек начал магичить? Когда это произошло? Первая магия. Когда была на вас? Почему человек не останавливается, да? Что этому человеку не живется? Есть ли способности у человека? Если есть, то какие? Какие все же ритуалы срабатывают, да? Как повлияла эта магия на вашу жизнь? Примерное описание вашего врага. Ну что, начнем, мои дорогие? Кто этот человек? Ну, это женщина. Смотрите, эта женщина может быть похожа вот на нее, да, под маской, она в тайне занимается магией. Черепа любит, да, скорее всего, здесь кладбищенская магия или магия, связанная с богами смерти, да.
Может быть, вот здесь у всех по-разному будет. Она, может быть, здесь, видите, у девушки разноцветные волосы. Это может, у кого-то это блондинка, у кого-то рыжая, у кого-то брюнетка, у кого-то русоволосая. У кого-то, может быть, на самом деле здесь милирование у девушки. Но зеленые или голубые глаза. Ну, смотрите, здесь очень интересно. Здесь из-за мужчины здесь. Это или ее брат, сын. Может быть, это молодой человек или мужчина, который ей нравился, да. Здесь из-за мужчины. Вы могли с этим мужчиной расстаться. Вы уже и забыли все это, вы уже забыли, может, это уже в прошлом у кого-то было. Вы занимаетесь своей жизнью, и здесь уже у кого-то здесь много времени даже прошло. После расставания, конечно, вам было тяжело, кто-то, скорее всего, может, поехал, чтобы отвлечься, занялся, может быть, хобби читал, может быть, пошел учить языки, или вы здесь занялись, может быть, обучением на гитаре, кто-то на отдых поехал после расставания, чтобы отвлечься, да. Месть подают холодным, да. Здесь вот и месть такая была. Здесь вы уже и забыли, вы уже даже, может быть, об этом человеке не вспоминаете, уже все переболело, забылось, да. Медленно, медленно, и здесь вы переключились, да. Вот вам помогли или какие-то курсы, какое-то обучение, книги, путешествия, да, поездка на отдых, там обучение разнообразное. Отвлеклись, и так вот вы потихоньку-потихоньку вышли из этой болезненной ситуации. Но здесь месть это блюдо, которое подают холодным, да, холодное. Здесь, может быть, это бывший партнер и его новая пассия. Здесь запустили магию, когда уже вам плевать на этого мужчину, вы забыли, но вот он не забыл. Но здесь он мог, допустим, обвинить вас в чем-то, да, здесь обида была. И здесь вот подключилась вот эта женщина и запустила магию против вас. Здесь эта женщина или девушка здесь могла пойти, может, купила какие-то курсы, может, пошла обучаться, да.
Но она тут сама, видите, она сама проводит ритуалы. По вечерам сама проводит. Но здесь все-таки было какое-то обучение по книгам или на курсы ходила. Может быть, втроем с подружками, да, пыталась практиковать. Здесь есть две подруги, черные кошки, две подруги, которые здесь, может, дают советы, может быть, здесь поддерживают, может быть, дают какие-то ритуалы. Но они одного возраста. Здесь подруги, скорее всего, да. Время, я же говорю, здесь уже много времени прошло. Но здесь про вас не забыли, да. Вы уже не обижаетесь на этого человека, вы уже забыли. Но этот человек не забыл. Это кармический враг. У кого-то, может быть, были официальные отношения с этим мужчиной, да. Или есть ребенок, и это как гиря, да, на вашей ноге. Потому что, ну, если детки есть, то это уже вы соединили род с этим человеком. Через детей. У кого-то здесь, вот, кстати говоря, здесь еще такие люди, если, допустим, это ваш брат, это может быть ваш брат. Еще есть такая тоже возможность, если это ваш брат, да, это его девушка, невестка, тоже может быть такое. Потому что здесь еще род, да, присутствует. Ну, я же говорю, здесь она не одна, здесь поддержка есть, подруг. Жрица ее показывает, видите, здесь начинающая жрица, способности есть у нее. Ну, здесь рассчитывала она, что если она займется магией, то здесь удача будет. Здесь здесь человек рассчитывал, что с помощью магии здесь колесо фортуны закрутится, удача будет, да, деньги будут. Но здесь не срабатывают ритуалы, видите? Здесь по башне не получается семерка мечей и башня. Здесь даже человек пытается крадники делать, чужую дачу воровать, разрушать жизни других людей, вот часы, время, да, воровать, может быть ресурс, да, время, жизненные годы, но здесь не получается. Ну, притворство, видите, здесь все-таки я скажу, что здесь скорее у кого-то брат или у кого-то бывший партнер. Это может быть его сестра, да. Но здесь карты говорят, она не собирается служения, да, не собирается служить людям, да, любить людей, она не собирается, да. Она, проекция у нее на то, чтобы заработать как можно больше денег, да. Здесь нету у человека упорства. Здесь очень будет сложная развязка, видите, тяжело. Развязка тяжелая будет.
И здесь, смотрите, если здесь она сделает ошибку и будет магичить на вас через кладбище, то здесь будет очень серьезное наказание. Видите, здесь могила, памятник, и мертвые наблюдают то, что она делает, да, на могиле. Развязка будет очень опасная, да. Ну, что здесь я могу сказать? У вас здесь обновление, да, у вас вы уже оттаяли, забыли, обиды отпустили, у вас уже, может быть, вы чистку заказали по змее, здесь, может быть, уже открылись дороги, сила стала возвращаться ваша, видите? И здесь причиной всей этой магии все-таки это мужчина, видите? Здесь все из-за мужчины. Вот как эта магия на вас повлияла? Ну, она повлияла на вас таким образом, что, во-первых, это карма, да, вы здесь отрабатывали карму, во-вторых, пострадало ваше здоровье, да, может быть, у кого-то красота пострадала, потому что здесь змея, да, а змея, она меняет шкуру, здесь обновление. Смотрите, здесь две змеи у нас выпадает. Это, скорее всего, или здоровье у вас пострадало, или у вас сейчас у вас обновление, вот так я скажу. Но страдало здоровье, красота и финансовый канал мог пострадать. Ну, конечно, здесь и личной жизни. Из-за этого вы силу теряли, дороги были закрыты. Вот. Ну, сейчас у вас обновление, вот так я скажу. Давайте еще пару карт. Как вот сейчас у вас на данный момент, прямо сейчас, какое у вас самочувствие, как вы себя чувствуете? Ну, смотрите, здесь как обновление произошло у вас, или вам нужно обновиться. Здесь, смотрите, кто-то из вас, может быть, да, очень хочет ребенка, да, может, тот возраст, да, уже 44, ну, плюс-минус, да, здесь у всех по-разному может быть. Может, вы хотели бы еще одного ребенка, но здесь не получается ребенок, здесь проклятие есть. А кто же вас тут проклял? Тут такое проклятие, что здесь? Ну, здесь вас прокляли, у вас начались, у вас есть еще проклятие, но здесь это не эта женщина, это другая женщина, или родовое проклятие, или и оно власть имеет, это проклятие на вашу детородку, видите, по Эросу, да, может, вы здесь операцию перенесли, может, нематочной беременности были, вот что, или сделали первый аборт здесь, да. И здесь вот это проклятие влияет на вашу детородку, и из-за этого здесь, скорее всего, никак не можете власть в свои руки взять, да, чтобы здесь порадоваться, или бизнес не можете открыть. Но не всегда же это детки, да, тут люди разные меня смотрят. Или не получалось, вот тут выпали карты у меня еще с любовью, да, попадались такие мужчины, с ними не получались детки, да, или вы не хотели от этих мужчин, препятствия какие-то были, да, и, может, заболели, да, и из-за мужчины гормональный дисбаланс был. Вот. Ну и здесь проклятие еще есть, да, все это вот так вот повлияло. Так могу сказать. Ну, здесь что? Здесь, конечно, не дамаг. Это же девушка, да. Но дело в том, что здесь шабаш получился, понимаете? Если она не дамаг, да, это ваша мадам, да, то здесь еще, здесь она не одна, здесь 2 или 3 девушки, да, которые ей помогают. Если шабашем, да, колдовать, то объединить эту силу, да, то, конечно, магия может пробить. Тем более, если здесь практиковали на кладбище, да, видите. Здесь ритуал был сделан на могиле.
может, на парной могиле. Вот. И поэтому, конечно, если бы она одна, то, понимаете, вот не сработало. Здесь 3 змеи, да, все-таки втроем получилось. Смотрите, интересно, 3 змеи, да. Вот. И здесь, если объединили силу и получился шабаш, то вы, скорее всего, здесь заболели, да. Вот. Здесь, может быть, мстят из-за ребенка еще. Ну, это не у всех, да. Допустим, если есть общий ребенок, да, вы, допустим, не хотите, чтобы ребенок общался, да, с этими родственниками, то здесь могут мстить из-за ребенка. Если, может быть, здесь еще мать помогала, потому что здесь что-то еще есть, род, да. Это родственница может быть, это может быть, не знаю, мать там, двоюродная сестра. Вот здесь вот как будто объединились люди против вас. Ну, смотрите, не надо бояться, потому что все-таки это общий расклад. Не надо накручивать себя, и это общий расклад, и поэтому все-таки нужно относиться как к этим раскладам все-таки как просто к подсказкам. Ну, давайте я еще возьму вам совет, да, что же вам делать. Совет. Что это такое? Сегодня что-то все падает у меня. Вылетает прямо из рук. Вам совет от ангелов. Но здесь что говорят? Здесь обратитесь к самому Творцу, обратитесь с молитвой к Отцу и Сыну и Святому Духу, к ангелу-хранителю, архангелу Михаилу, да. И, ну, кто в каком эгрегоре? Если вы, допустим, верите в силы природы, то можете на природе обратиться к силам природы с просьбой, и вы получите ответ на вашу молитву, да. И творчество, которым вы сейчас занимаетесь, это нравится или как бы вам объяснить, это творчество наполнять будет вас, женская энергия, да. Займитесь творчеством, если вы не занимаетесь. Что такое творчество, да? Но это то, что вам нравится, это то, что когда вы, допустим, вяжете, вы отдыхаете. Творчество — это когда вы что-то вот, ну, шили, связали, нарисовали, сготовили, допустим, дизайн там квартиры сделали, допустим, подобрали правильную одежду, да, это наполнило вас энергией. Вот здесь творчество должно наполнять, а не опустошать. Займитесь творчеством. И тогда чудо здесь будет. Видите, дно колоды, чудо. Чудеса будут в вашей жизни. Вот. Ну, а кто не чистился, обязательно здесь я бы посоветовала все-таки заняться чисткой. Потому что все же шабаш — это не один человек, понимаете, здесь сразу 3-4 человека против вас. И если у одного человека нет способности, то здесь может быть, здесь, понимаете, одна, так, смотрите, это она, 2 подруги ее или родственницы, да, и взрослая женщина все-таки, наставница здесь есть. Здесь все-таки взрослая женщина, наставница была, обучалась это. Мадам, здесь не так просто, здесь все. Ну что, а мы будем двигаться дальше, переходим к следующему варианту. Следующий вариант у нас номер 2, розовый кварц. Я приветствую вас, двоечки. Розовый кварц. Тема у нас враг, недомаг, ты как? Посмотрим, если есть у вас враг, как он там поживает.
чем занимается, магичит ли этот человек на вас. Смотреть буду на разных колодах. Как выглядит, да, внешние данные, примерные хотя бы внешние данные, да. Примерные внешние данные. Из-за чего это все у вас произошло, причины вот этих воздействий, этих магических атак, нападений. Из-за чего сыр-бор, да, что человек непрофессионал начал втайне практиковать против вас. Когда это началось, да. Срабатывают ли эти ритуалы? Как они влияют на вас? Есть ли уже пробои у вас здесь по энергетике? Ну и будем добавлять, конечно. Ну и здесь, смотрите, девушка, женщина здесь, да, все-таки красится, или она светловолосая, да, здесь, или она здесь в блонд красится, мелирование, или здесь, знаете, такой платиновый оттенок, да. Вот как-то акцент все-таки на ее глаза идет, да. Ну вот, посмотрите, может быть, похоже, да. Из-за чего это весь сыр-бор здесь у вас? Да, хитрая, здесь хитрила. Здесь не все так просто. Это у кого-то подруга. Здесь используют, скорее всего, интересуется кладбищенская магия. Вот здесь уже посерьезнее, да, собака это подруга. Кладбищенская магия может быть. И церковная магия. И, кстати, по клеверу у нее хорошая защита. Опять смотрите, хитрая лиса, да. Здесь хитро поступает человек, хитрит. Все-таки здесь по кресте, да, у нас выходит. Здесь может быть зеленоглазая. Голубоглазая, зеленоглазая, да. Ну, здесь удары наносит вам в тайне, да. Бьет по вашей красоте. Из-за чего? Ну, здесь конкуренция, да. Видите, здесь Таня практикует она. Ну, может быть, вы даже догадываетесь, да.
А здесь конкуренция, внешность, да, может быть, вы раздражаете, вы как-то лучше выглядите, вы как-то вы противоположность ей. Если она, допустим, блондинка, то вы, может быть, у нее прямые или у нее волнистые у вас прямые. Вот здесь какая-то противоположность есть. Вы русоволосая, может быть, натуральная красота у вас. И это очень сильно раздражает, да. Здесь хитро в тайности все делается, да. Когда начала на вас магичить она? Это осенью, да? Прошлой осенью начала на вас магичить. Ведьмин глаз, да, здесь расклады на вас. Расклады могла делать, да. Здесь по ведьминому глазу, здесь человек, скорее всего, может и на картах смотреть. Романтика, да, тут зависть к тому, что вы больше нравитесь мужчинам, может быть, вы красивей, подруга, сестра, там, вот и вот в тайне против вас тут и яд, да, ядом плюется, может быть, что-то вам добавляет, да, бьет по вашей красоте, по букету, да. Здесь может что-то добавлять вам в напитки. Вот. Делала ритуал осенью и повторила ритуал весной. Видите, как получается. Ну, тут банально зависть, да. Что вы нравитесь больше мужчинам, да. Здесь будет идти по головам, да. Ну, здесь человек, понимаете, смотрит в глаза, улыбается, да, когда уходит, да, против вас магичит. И все это делается в тайне. Это что-то подливается в напитки, что-то, подклады приносятся, кидается что-то под ноги, что-то приносится с кладбища, понимаете, что-то на кладбище закапывается, что-то в церкви делается, да. А вы тут не защищены, видите, тут незащищенность. И здесь, скорее всего, уже горе, да, вам тяжело очень сильно. Здесь какое-то горе было. Но здесь, видите, вы это, как бы этого, может быть, человека поддерживали, да, горе-подруга какая-то, да. Вот. Вы, может, выслушивали, когда ей тяжело. Вы очень здесь меня смотрит женщина, девушка, неважно. Вы очень эмоциональная, чувствительная, эмпатичная. Вот такая вы, да. И тут с вас в тайне делают жертву. Вот она хотела с вас в тайне сделать жертву. Но здесь недооценила вас, да, недооценила. Все-таки здесь есть защитники, помощники у вас. Все не так просто. Духи рода защищают. Опять дельфин это вот все-таки женщина, с которой доверяли, выслушивали, поддерживали, помогали. Вот, а она в тайне против вас здесь... Вот 4, 3, 5, да, вот здесь циферки такие, вот для кого-то подсказка здесь будет. Короче говоря, она недооценила, вы тут намного сильнее, да. Ну, видите, 2 раза на вас магичила, 2 раза, да. Как это повлияло на ваше здоровье? Ну, во-первых, она вас вампирила, да.
выпивало ваше здоровье. Ну что, вы тут чувствовали, горе какое-то произошло у вас, что-то произошло в вашей жизни, как это повлияло, да? Защиту вашу сняла, вот. Здесь или вы плакали, я не знаю, что такое здесь, что-то изо рта, да, это может быть, что это может быть такое, да? Это, ну, как будто, я не знаю, зубы, может, с зубами начались проблемы, с горлом начались проблемы. Здесь с дыханием у кого-то. Здесь пострадало ваше здоровье. Но здесь на защите вы все равно крепкий орешек. Не так просто, да. Но здесь хоть вы и жертва, но вы крепкий орешек. Жертва-то да. Потому что вы эмпатичная, вы доверились, да. Вы ну, воспринимаете эту женщину подругой. А вот она-то вас нет. Что еще карта скажет, да? Ну, может, вы ее с детства знаете. Может, крестная вашего ребенка. Ну, здесь что? Надо по Фениксу возрождаться. Нужно обращаться к ангелу-хранителю. Да, видите, привязка здесь, гроб и плен. Тут нужно избавляться от этого негатива, да. Здесь какая-то привязка есть все-таки. Привязка к гробу, да, и вы в плену. Это нужно исцелять, потому что здесь какая-то привязка есть. Может быть, привязка, гроб, плен, да. Здесь как будто вас привязали к какой-то могиле, да. Ну, все есть конкуренция, да, по букету. Опять букет, да, это красота ваша, да. Вы нравитесь мужчинам, вам дарят подарки. И она хотела вас загнать в тупик, чтобы вы не нравились мужчинам, да, чтобы вам не делали подарки, чтобы у вас по ребенку, может быть, бизнес не складывался, чтобы вы постарели резко, да, чтобы как бы она на вашем фоне выглядела лучше, красивее, стройнее, моложе, да, вот этого она хотела. Ну что тут скажешь? Как бы нужно присмотреться все-таки к такой подруге, быть осторожнее. Вот что я могу посоветовать только. Так. Ну, тут 2 раза на вас нападали, 2 раза. Так, вам совет. Давайте посмотрим все-таки вам совет. Вам совет. 3 карты. Так. Здесь и сейчас учение, да, но это от ангела-хранителя, да, вам тоже нужно здесь и сейчас начать обучаться, видите, здесь и сейчас обучаться, и тогда у вас будет успех. Ну, в чем тут обучаться, да, если нет денег обратиться к специалисту, да, то хотя бы самой научиться, да, там, не знаю, очищаться, потому что здесь поток, через поток очищаться, да, энергетические чистки, медитации, чтение молитв, да, учение свет, не учение тьма. Что я тут могу сказать? Обучайтесь, да. Также здесь хотя бы отливочки научиться делать. Здесь и сейчас нужно прям начать действовать, да. Ну, а мы будем двигаться дальше, мои дорогие.
Благодарю. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. А мы переходим к варианту номер 3. Зеленый джедаит. Враг, недомаг, ты как? Как выглядит этот недомаг, да? Один враг, несколько врагов. Сколько там у вас врагов, да? Что за ситуация тут у вас с этим врагом, да? Из-за чего здесь цирбор у вас? Причина, да? Почему магичить на вас начали? Из-за чего? Это женщина или мужчина на вас стали магичить, да? Из-за чего? Покажите проблему. Что там за магию применяют, да? Когда магичат? Когда начали магичить? Как влияет эта магия на вас? Как влияет эта магия сейчас на вас, да? Как влияет магия на вас? Недомаг — это тот человек, который сам обучается или нет способностей, да, но человек хочет, рвет задницу, прям вот хочу, да, стать ведьмой. Такие вот бывают люди. А потом человек начинает страдать, болеть, потому что силам это не нравится. Как это повлияло уже на ваше здоровье, да? Что там с вами происходит? Ну, давайте смотреть, что здесь за девушка, да, женщина, да. Здесь вот, знаете, влюбчивая ворона такая. Или здесь может быть когда-то, или может в тайне. Здесь девушка, может быть, эскортом занималась, да, или, может, один раз попробовала, но что-то в тайне было, здесь что-то было тайное, связанное с ну, что-то связанное с сексом, да, поездка, может быть, какая-то была, где она там таким образом заработала деньги, да. Ну, что-то такое, или в тайне, может быть, использовала какого-то мужчину, и она это скрывает здесь. Ну, вообще она под маской, она скрывает здесь. Это все-таки вот цвет волос у всех может быть разный, мелирование, может быть темный цвет волос, светлый цвет волос, всех по-разному, это общий расклад. Но она под маской, она скрывает, да, здесь интересуется магией. Из-за чего сыр-бор начался? А у вас стабильная жизнь, вот она может быть любовницей была, она может быть, что здесь еще? Ну, не может здесь найти мужчину постоянно, а у вас стабильность здесь, у вас, может, был выбор даже мужчин, несколько мужчин, а ее это очень сильно злит, раздражает. Здесь вы могли с ней поссориться из-за мужчины, да, здесь, ну, зависть вот,
зависть к вашей личной жизни, зависть к вашей любви. Здесь взаимная любовь. Может, ее никогда не любили, а вас любят здесь. Вот. Она думает, что вы здесь в тайне тоже пользуетесь магией. Может, вы кому-то обращаетесь, вас подозревает в том, что... А вы тоже, наверное, она думает, занимаетесь магией. Просто не рассказываете, да. Но это, скорее всего, ваша родственница, подруга, сестра. Ну, здесь... Очень зависть к тому, что ну как так, у вас взаимная любовь, может быть, партнер есть, квартира есть, да, что-то есть такое. И оно постоянно. Может, даже если вы ссоритесь с партнером, но все равно здесь взаимные чувства. Здесь она подозревает вас, что вы, может, его приворожили, или вы пользуетесь тайной магией. Здесь и она тоже стала здесь интересоваться магией, понимаете? Может, вы смотрите расклады, она узнала, допустим, и тоже стала интересоваться, да. Но здесь в тайне зависть к тому, что вот у нее жизнь не складывается, а у вас взаимность, чувства, отношения какие-то есть, да. Да, у кого-то это подруга, у кого-то это сестра, может, двоюродная сестра, старшая сестра, потому что здесь как-то немножко разница в возрасте все-таки есть. Ну, здесь какие-то заговоры, молитвы читались, да, на ваш союз. Видите, я же говорю, воздух, союз, да. Хаос, чтобы рассорку. Вот здесь рассорка, да. Здесь рассорку пытались вам сделать, да. Хаос, ваш союз, ваши отношения, да, внести. Но здесь божественное око наблюдало за ее вот этими действиями. Когда она начала здесь вот всем этим рулить. Да, вот здесь может год-два, может быть 11 месяцев. Ну вот я не могу сказать, что здесь у кого-то 2 года и 6 месяцев, у кого-то год, здесь вот по-разному, у кого-то 2 года, да. Но здесь тоже начала интересоваться, ей очень хотелось рассорить вас с партнером. Вот. 2 года 10 дней, может быть, здесь. Ну, здесь очень ей хотелось, чтобы вы почувствовали, каково это, да, вот, искать партнера, тяжело там, да, каково это быть одной, да, вот здесь вот так вот. Ну, да, здесь рассорку хотела вам сделать, как пчела прям работала. Есть ли способности? Но здесь, смотрите, она не сама. Вот здесь, если даже пыталась сама, то у нее нет способностей вообще никаких. Здесь к мастеру обращалась, да, к мудрому мастеру. Здесь к женщине обращалась. Вот. Сама пробовала, не получается. Вот зимой она какие-то ритуалы пробовала делать, не получается у нее. И она решила к мастеру обратиться, да. Ну, здесь, если это ваша сестра, да, толстокожая, она старше вас по возрасту. Вот. Вы знаете, вот здесь она такой человек, она сделает, а здесь... Вот здесь не умеет просить прощения, да. Нетерпеливая.
Мистицизм, видите? Здесь пробовала, нет способности, и она решила обратиться к мастеру, да. Но здесь как, конечно, повлияло, если мастер работал, да. Вот, если на вас делали через кладбище, видите, тут кладбище нам показывают. Мудрый мастер поработал на кладбище, да. Вот, только немножко не поняла, да, вот рассорку она хотела сделать, а зачем ее на кладбище-то делать? Давайте я, чтобы здесь вот, зачем рассорку было делать на кладбище, да, мистика и вот кладбище, то вам тоже надо на кладбище, да, освобождаться. Господи, зачем это было делать? Ну вот у кого-то это сестра, старшая сестра, да. Здесь, ну здесь сейчас находится самобичевание она, да. А здесь ей очень хотелось ключи к тому, чтобы ее тоже так же любили, чтобы она нравилась мужчинам, а вы, чтобы стали жабой. Да, здесь крадники могла делать, да. Вот вашу удачу хотелось, да, и по клеверу. Вот, чтобы вот по сердцу мужчинам нравилась она больше, да. Чтобы вот дом по ключам был у нее свой, да, вот, семья была. Здесь вы, чтобы здесь на ее фоне были жабы, здесь на внешность могла делать, да. Вот. Здесь как месть такая, да, ну, понимаете, вот все равно она же ваша родственница, да, сейчас у нее неприятности какие-то, то ли финансовый канал у нее перекрылся из-за этого, она в самобичевании находится. Вот и я всегда говорю, нельзя никогда магичить на родственников, потому что вы кровные, да, особенно если сестры, вот. Понимаете, это карма накроет, так, по роду пройдется эта магия, да, этот негатив может отбинарить, потому что это же кровные, да, это кровь одна. Почему мастера говорят, лучше на кровников не магичить, вот, потому что по роду пойдет вот эта порча потом. Если дети будут, потом на детях может отразиться. Поэтому мастера всегда говорят, что ну, не стоит на родственников магичить. Вот, потому что это потом, ну как, родовые программы идут, которые вредят следующим поколениям. А если вдруг дети у вас, да у нее, это же вообще будет тогда. Вот. Ну что, сейчас она находится в самобичевании, переживает, да. Ну вот она хотела, ну как бы нравиться мужчинам так, как и вы, да, вам сделать рассорку, вот, с мужчиной, да, а теперь вот плачет, сидит, переживает, здесь, конечно, удача отвернулась, финансовый канал перекрылся, да, ой, да. Вот смотрите, или это подруга детства, или это ваша родственница, или родственница подруга здесь может быть, да. Здесь прям вот, ну все так. Ну, жалеет она сейчас очень сильно, да, что здесь отразилось на ней тоже. Кто-то из вас, скорее всего, тут почистился. Ударит по финансовому каналу. Здесь ссоры будет. Здесь не видать, как своих ушей, вот, знаете, такого благородного мужчину, обеспеченного бы, если она хотела бы детей такого мужчины, здесь не будет. Здесь будет очень сильно переживать. Как это повлияло на вас, да?
Ну, у вас ссоры тут могли быть. И по эмоциям ударила. Здесь 9-3, да, и 4. Здесь могли заболеть, это до смерти могло. Вот здесь что-то могло заболеть, кишечник. Ну, здесь проблемы со здоровьем могли быть, да. И цифра 4 это могло бы ударить так сильно, что болезнь могла довести вас бы до серьезных заболеваний, да. И это, ну, как бы 9, да, и 3. Здесь все-таки кармические отработки, да, карма накроет. И вам придется эту карму отрабатывать, и ей тоже. Ну, здесь как-то депрессия, что ли, скандалы, не хотелось встречаться с друзьями. Здесь проблемы с финансами могли быть, да. Если вы молодая, то ссора с молодым человеком, супругом, да, из-за денег могла быть. Вот что здесь могло быть, да. Да-да-да. Да-да, здесь ссоры могли быть. Ссора могла быть очень сильная, да. Если, допустим, вы ждали, чтобы мужчина сделал предложение, да, жениться, то мужчина мог попасть на выборы. Если это ваш супруг, то это могло довести до развода даже. Так что вот так. Давайте посмотрим вам совет, да. Что феи вам передадут? Совет от фей. Ну вот здесь полюбите себя, да, сосредоточьтесь в себе, обратите внимание на себя, да, признайтесь себе в истинных чувствах, самой себе. Вот себя надо тут любить. Вот. Здоровое питание. Обратите внимание на здоровое питание. Улучшайте питание, и жизнь изменится. Ну вот тут такие подсказки были, интересно. Вот такая здесь история интересная у нас получилась, да. Но здесь есть какая-то разница в возрасте, да. Есть разница в возрасте. Угу. Так, ну что, мы будем двигаться дальше. Благодарю вас, троечки. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, делитесь. Вот. Мы переходим к варианту номер 4. Четверочки, я вас приветствую. Тема расклада у нас враг, недомаг. Ты как? Кто там недомаг на вас магичит? Из-за чего этот человек стал на вас магичить? В чем причина, да? Что не поделили? Карты вылетели, я их оставлю. Давайте проверим, есть ли способности у этого врага. Есть ли способности.
Есть ли способности? Когда эта вражина стала на вас магичить? Как это влияет на вас, да? Есть ли пробои? Что там у этой вражины происходит? Ой-ой-ой. Карты прям летят. Ну что, дымчатый кварц, мои дорогие любимые, давайте смотреть, что там недомаг на вас магичит, кто это и почему человек начал на вас нападать. Ну, может, посмотрите, может, похоже на нее, да? Здесь вот какие-то такие особенные черты лица, я бы сказала. Вот смотрите, здесь меня могут смотреть девочки таких... Может быть, вы живете там, где платки носят, может быть, корни у вашей подруги какие-то восточные есть, что-то такое, да? У нее могут даже быть светлые глаза, но вот какое-то лицо, да, вот что-то есть такое, да, отличается как-то она от других людей, может, цвет кожи, что такое, или любит такой макияж. Ну, это женщина, да. Что тут? Десятка мечей, да, здесь. Здесь прям с вашей фотографией работала. Здесь или обращалась к цыганке, ведьме, или к азербайджанке, турчанка, может быть, турки есть в крови, может быть, это таджичка. Вот что-то есть такое. Или, может, с индийской магией работает. Может быть, здесь это тоже что-то такое, общение какое-то. Может, детство ее знаете, да. Может, это ваша родственница, двоюродная сестра, допустим. Здесь общение было с ней. Да, и ссора произошла, да. И вы друг от друга закрылись, и тут в тайне, это уже много времени прошло, господи. Да, здесь много времени прошло. И она в тайне стала на вас магичить. Это месть такая. Да. Вы вот тут разные, да, вот кто-то из вас холодный такой, спокойный, а кто-то такой, знаете, активный, веселый, да, жизнерадостный. Вы разные, да, с этой враженкой. Но здесь что говорят? Здесь ссора произошла. Здесь вот опять, я опять не могу сказать, что она сама на вас магичит. Здесь все-таки она обращается, здесь все-таки мастера показывают. Ну, здесь могла пробовать, да, практиковать, могла какой-то там ритуал попробовать. Срабатывает ли? Нет, здесь какие-то заговоры могла читать.
Здесь нет способностей. Хотя тут пыталась, пробовала здесь заговоры какие-то наговаривать, может быть, на пищу или напитки заговаривать. Что-то она пробовала такое делать. Но здесь не срабатывает, да. А здесь к практику обращалась. Из-за того, что обиделась на вас, здесь ссора была. Беспристрастность, да. Здесь обратилась к профессионалу. Она почему-то вас обвиняла в том, что вы на нее магичили, да. После ссоры она подозревала, что вы на нее магичили, и она стала магичить на вас в ответ, да. Здесь вина, в чем-то вас обвиняет, да. Беспристрастность, вина. Ну вот что-то еще здесь конкуренция из-за изобилия, да. Если это, допустим, ваша родственница, то здесь что-то не поделили, недвижимость, деньги, может быть, наследство, что-то такое было. Да. Еще есть здесь такая ситуация у кого-то. Это может быть невестка, да. Допустим, у вас брат, это невестка, да. Может, дети дружат вместе, может быть, что-то это из-за вашего брата здесь, да. Здесь война прям началась. Или у вас помимо этой женщины, да, девушки, родственницы, еще есть и враги, кто-то из треугольника, третьи лица, да, из-за мужчины здесь. Вот смотрите, здесь меня смотрит запутанный вариант, да, меня смотрит женщина, у которой здесь есть конкурентка, соперница, с которой вы поссорились. Это подруга, может быть, подруга детства, это может быть сестра, двоюродная сестра, сестра вашего бывшего партнера. Здесь еще есть треугольник, из-за мужчины война тоже идет. Переход, да, если мужчина, вы расстались, да, и здесь из-за наследства деньги, дележка имущества, может быть, это родственники еще против вас тут магичат, да, путешествие, едет, может, к какому-то мастеру. Здесь вы находитесь в магических войнах, да, переход, путешествие, да, но здесь, может, кто-то или вы уехали, или они уехали, или вам надо уехать, переход, путешествие сделать, да, чтобы подальше быть от этой войны, от этих людей подальше, да, потому что здесь изобилие, вина и война. Здесь из-за денег еще и тут война идет, да, может, правосудие здесь нам показывают. Ну, здесь по дьяволу, прям здесь конкретно, поэтому нам здесь показывают, что здесь есть и к профессионалу обращаются, есть ссора какая-то, и девушка или женщина на вас обижена тоже есть. И тут еще одна есть девушка, которую вы знаете с детства, да, тоже желает чуть ли вас смерти тут ниже, прям в гроб готова положить вас, понимаете, тут что? Здесь серьезно, из-за мужчины, из-за наследства, из-за дележки имущества, может быть, из-за каких-то денег тут воюете, блин, гроб, смотрите, 2 гроба аж здесь, да, здесь ключи, может быть, у кто-то здесь из-за бизнеса, из-за какой-то недвижимости, третьи лица, родственники этого мужчины, здесь ключи, 2 раза ключи, 3 раза ключи здесь, 3 раза здесь гроб нам выпадает, да. Ой, да, здесь самый сложный вариант, да. Здесь, если вы тут делите имущество, может быть, дом, квартиру, машину, то здесь прям вас готовы в гроб положить, только чтобы вам ничего не досталось, да. Здесь бумаги какие-то, здесь мудро нужно подходить, здесь не один враг, здесь много врагов, да, все по дьяволу против вас.
Здесь вот как-то и из прошлого есть враги, и с теми, с которыми вы поссорились. Прошлое, это по звезде давно было, люди из детства. Это может быть из-за детей, из-за наследства, из-за треугольника у кого-то здесь на вас магичат. Ну и здесь конкретно прям 3 гроба у нас выпало, да. Вот. Здесь прям... И люди из общества здесь есть, да. Здесь мудро нужно подходить, и нужно или переехать, уехать с этого места, да, сменить место жительства, чтобы подальше держаться от этих неадекватных людей, да. Видите, опять колесница. Но здесь у вас, вам прямо вот 10 мечей. Вам тут смерти желают, вы из-за этого болели, у кого-то проблемы с кровью были, у кого-то операции, у кого-то аварии были, да, и это здесь не один враг, здесь несколько врагов, да, здесь на вас магичат и по луне, да, здесь из-за мужчины, здесь магия есть, здесь кровники, может быть, его тоже против вас, здесь много. Ну, что я тут могу сказать? Как это повлияло? Вы болели, проблемы с женскими органами, у кого-то здесь со зрением могли бы быть проблемы, здесь с женским здоровьем, с кровью, да, и такие вот могли быть проблемы. У кого-то с зубами здесь проблемы были. С деньгами. Да уж. Хотели недомага посмотреть, а здесь куча людей, которые и сами пытаются на вас магичить, да, и смерти вам желают, и проклинают, и по кладбищам бегают. И это как-то влияет на ваше здоровье, да. И здесь еще, если это бывший партнер, расстались, да, то и у вас еще переживания здесь есть тоже. Обида есть, да. Ну, здесь остуду вам делали, влияли. Вот здесь влияли на ваше здоровье, чтобы вы не выздоровели. Здесь остуду делали, если вы поссорились, чтобы партнер к вам не вернулся. Но у вас тут такой мощный ангел-хранитель. Здесь и глазили, я же говорю, здесь ссора была, рассорка, остуда была. Ну, вы ясно понимаете, о чем я сейчас говорю. Вот. У вас здесь не один враг, поэтому здесь нужна чистка, да. Здесь нужна ясность. Здесь есть тайная женщина, есть недомаг, да. Вот эта черная кошка возомнила себя тут ведьмой, но она под замком. Здесь нет способности. Что бы она на вас не делала, здесь бесполезно. Но здесь есть другие люди, помимо этой девушки недомага. Здесь есть другие люди, вот со стороны вашего бывшего партнера. Вот, которые пытались разрушить вашу жизнь, вашу любовь, да, рассорки делали, глазили, здесь еще и проклинали вас. Но здесь чистка нужна. Здесь меня смотрят люди, которые спросила, что надо. Здесь и бесплодие, я же говорю, проблемы с женскими органами. Что здесь нужно? Здесь чистка нужна, и нужна хорошая защита. Можно купить талисман, заговорить тоже. Да. Но началось все это давно, вот время, да, это давно вот с этой вашей подруги недомага, да, с нее началось, что зависть была к вашим отношениям, тут грязь на вас кидала. Вот ту магию, которую она делала на вас, вот это недомаг, да, она не срабатывала, да, а вот проклятие, грязь, сплетни, хула, глаз, они на вас повлияли. И у вас, скорее всего, начались вот эти проблемы, да, в личной жизни. Ну, здесь что-то времени уже. Время идет, или нужно быстрее почиститься кому-то из вас. Обратитесь к ангелу-хранителю. Сейчас я посмотрю, что еще вам совет какой дадут, да. Ну, это плохо, когда болеешь и нет энергии. Что здесь? Тяжело, конечно.
Давайте посмотрим, что вам ангел и архангел скажут, да? Что вам скажет ангел и архангелы? Какой дадут вам совет? Разберемся. Но здесь вам сразу говорят, что все эти проблемы из-за взаимоотношений, да. Обратитесь к ангелу-хранителю за помощью, да. Найдите мирное решение этой проблемы и доверяйте своему ангелу-хранителю, и доверяйте Творцу, доверьтесь Творцу. Вот, и все у вас будет хорошо. И не забудьте, здесь кому-то из вас все-таки нужно чиститься. Здесь, вы знаете, такая наслоенная порча такая, с молодости пошла, да, с детства. Вот здесь вообще, я бы сказала, с детства она, эта порча, этот негатив пошел. Это может родовая программа здесь по роду переходящая, конечно, есть. Также здесь еще, может быть, когда мама была беременная, уже был негатив, да, и он как-то повлиял на вас. Здесь и, конечно, уже потом такая вот жизнь не очень хорошая была. Вот, зависть, люди такие стали встречаться, да. Ну и тут подруги тут завистливые, конечно, стали появляться. Так. Вот такой у нас был расклад. Что я могу сказать? Здесь вот недомаг, конечно, девушка, которая на вас первая начала колдовать, да, подруга у кого-то. Вот. Но здесь появились потом уже другие люди, да, это что-то из отношений пошло, от вашего партнера, да. Тут уже посерьезнее. Здесь люди и сами пытались, да, проклинать вас, и здесь пытались разрушить вашу жизнь из-за этого партнера, молодого человека или вашего супруга. У всех по-разному, да. Вот. Здесь много врагов. Поэтому, как говорится, так не просмотришь. И здесь наслоение негатива. Поэтому нужна чистка. Ну, если нету проблемы с финансами, не можете позволить обратиться за чисткой к мастеру, хотя бы здесь самостоятельно что-то делайте, как бы побольше на природе, молиться, обращаться к ангелу-хранителю, купить талисман, да, заговорить, там, не знаю, ванну солью принимать почаще, ходить босиком, заземляться, попробовать сделать отливочки на воск, посмотреть онлайн чисточки, да, ну вот хоть что-то делать. Когда ты хоть что-то делаешь, запрос Вселенной, да, у тебя желание появляется изменить свою жизнь, уже процесс пошел. Вот желание, это уже процесс пошел. Вы уже запустили программу, что вы хотите избавиться, и тогда появятся какие-то новые возможности, появятся люди, которые захотят вам помочь, что-то где-то увидите. Всегда нужно желать, хотеть, да, пытаться, и тогда будут какие-то возможности. Придут какие-то люди, которые что-то посоветуют, дадут подсказку какую-то. Ну так потихоньку жизнь начнет меняться. А если ничего не делать, сами понимаете, ничего не делаю, как же жизнь изменится? Да никак. Вот. Запрос, когда делаешь, да, обращаешься к Творцу и говоришь: я хочу изменить свою жизнь, хочу очиститься от негатива. Это уже первое действие, да. Желание, я хочу изменить, да. Уже и ангел-хранитель, и духи рода слышат, что у вас есть такое желание, вы не хотите больше жить так, да, страдать, вы хотите
жить лучше, изменить программу родовую, да, тогда род подключится. Вы же хотите и родовую программу изменить. Вот, тогда и род начнет помогать. И вот так постепенно, постепенно люди меняют свою жизнь. Вот, появляются возможности, приходят какие-то люди, учителя, которые дают подсказки. Вот. Главное захотеть. И тогда постепенно все начнет желание, да, запуститься во Вселенную, и постепенно будут появляться какие-то возможности. Вот открыли, допустим, YouTube, вам какая-то чистка попалась. Вот. Мысленно попросили ангела-хранителя, он там, не знаю, вывел вас на Таро расклад, а там вам какую-то подсказку сказали, что нужно сделать. Ну и так постепенно, постепенно, может быть, возможности появятся деньги, да, потому что вы же запрос сделали, вы мысленно обращаетесь духом рода и говорите, что хочу изменить эту программу, хочу изменить свою жизнь. И тогда духи рода, да, бабушки, дедушки подключаются, дают возможности в виде каких-то, может быть, денег. Вот. Ну и так постепенно что-то будет меняться. А если ничего не делать, ничего бездействовать, ничего не хотеть, конечно, и жизнь не будет меняться. Там попробовала сама, там отливку на воск попробовала сделать. Посмотрела, как помогает или нет. Не помогает, тогда отжиг на соль. Посмотрела онлайн чисточку, почитала какие-то заговоры, молитвы, псалтырь, сходила в церковь. Вот. Ну, минимально хоть что-то начните делать, и тогда жизнь начнет меняться, жизнь будет улучшаться постепенно, постепенно, поэтапно, из года в год она начнет меняться. Вот, с вами была ваша Сия. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, делитесь видео, буду вам очень благодарна. И берегите себя и своих близких. Пока-пока.